колено. Да, сейчас левый боковой на отходе. Зеленого так наказывает. Сейчас Валера пытается добраться. Очень как будто не может раскрыться полностью. Неудобно, но смотри, как тоже жестко. Валера зарубили сейчас бойцы. Тогда же Супермен пальцем вытавливается. Он проваливается в бока. Вот из минус может не Супермен пальц с передней руки. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Меня готовило два тренера. Тренер по боксу Паша Харченко и Александр Червоненко по физподготовке. Противника видел один раз. Как бы я только могу сказать после боя. В бою посмотрим. Конечно, хотелось бы без проигрыша идти. Оно как бы так и будет. Просто тренируюсь, делаю свое любимое дело. В Махаче вижу свое будущее очень хорошее, потому что дерусь я зрелищно. Меня, думаю, публика полюбит. И как бы всегда до конца. Привет, меня зовут Султан, я из Казахстана, город Алматы. Мое прозвище ЧС, это фамилия, имя, первый букв. Фишек не особо не готовил, но готовился вторым номером. Много тренировался вторым номером. Соперник, оказывается, тоже казах, но украинский казах. Он хороший парень, мне понравился. Перед боем чувствую хорошо, как будто 100-й бой. Поединку готовился другом, Бауыржан зовут. Будущее Махача. Я чувствую, стану звездой Махача. Хорошее ощущение. Это хорошо, когда дают сильных соперников. Все хайп заберут с собой. Мой девиз – никогда не сдаваться. Поприветствуем первого бойца. Встречаем Алпыспаев Сергей! Один из немногих бойцов Махача, у которых есть контракт с нашей организацией. Представляет город Одесса. Его рост 183, вес 74,7 и ему 21 год. Настоящий киллер в ринге, который любит закатить яркий зрелищный бой и начать кровавую рубку. Давайте встретим Серегу и поприветствуем его. И встречаем его оппонента Жумагалиев Султан. Еще один боец из команды Казахстана представляет столицу своей страны, город Алматы. Базовый боксер, который перешел в ММА и достиг немалых успехов в этом спорте на национальном уровне. Его рост 181, вес 74,9 и ему 25 лет. Имеет хорошую базу бокса, но также имеет опыт
в ММА. Давайте поприветствуем Султана и его поддержим, друзья. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Судьи готовы? Судьи готовы. Первый раунд, премия, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Алпыспаев Сергей, уже знакомый нашей организации. Против него Султан, дебютант из Казахстана. И Сергей очень сильный боец, очень хладнокровный, собранный, но его соперник, мы пока еще не знаем, для нас это загадка. да, это всегда, ты знаешь, такой есть момент интриги такой, как себя дебютант проявит, потому что есть проявлять себя настолько хорошо. Вот Да. прям такое ощущение, будто человек дрался практически уже 4 поединка провел на голых кулаках. Ну, Султан очень спокоен, очень спокоен. Да. Пока высматривает, ты посмотри, как он высматривает прям своим взглядом то, что хочет сделать Сергей. И немного попадает ему, по-моему, с правой руки Султан. О, сейчас немного, да, теперь- Сергей попал немного, повело немного Султана. О, какие опасные работает размены, Сергей. какие опасные размены. Просто буквально вот немного оступился, да, немного оступился Сергей и немного провалился. Алпыспаев нанес удары по корпусу, но Мы давно не видели Сергея, я очень ждал этого поединка, очень ждал и хотел увидеть его в мешкогоне. по корпусу не успел ответить Султан. Но на поготове. О, Ой, хорошо, не попадает, проваливается. проваливается. Вот Сергей мог бы воспользоваться. Слышим поддержку Одессы. Поддерживает свои. Ох, как в разрезе опасно, конечно, встречаются бойцы. Сейчас набрасывает. Из клинча набрасывал Сергей. И смотри, подключает как ноги. Султан. Да-да-да, ему нужно это работать, потому что он умеет это делать. Ой-ой-ой, повело сейчас Сергея. Стоп! Стоп! Работаем, бой! У нас концовка раунда. И да, конец первого раунда. Слушай, ну пока очень такой, ровно, да, пока очень ровно ровно всё идут. идет. В принципе, никто себя еще так не раскрыл прям в атаках, чтобы выводить так удар. Automatic rounds coming at you from ear to ear. Watch your head bust. Automatic rounds coming at you from ear to ear. Watch your head bust. Watch your head bust. Бойцы, 5 секунд готовность. Сережа, не забываем. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, премия, бой! Передней ручкой работает. Еще дергай. Давай. И туда. Обоюдно нанесли так джебы. Пытается продолжать активно работать передней Пытается рукой. по корпусу работать. Да, в свою очередь Султан так хорошо выцеливает голову джебом. Бэкфист от Сергея, но не зацепил. Не достал он по Султану. В принципе, все мы знаем, что бэкфист — это такой удар, который нужно готовить, и он получается только у пижона. Сейчас пропускает Сергей и прям призывает Султана еще зарубиться. Давай, типа, наноси удары. Хотя вот в этом эпизоде Султан был хорош, попал. Насколько я помню, по Сергею Боям ему нужно получить, и тогда он начинает злиться. Тогда Злиться, он в начинает агрессии, да, заводиться, да, и вот тогда уже происходит именно такое. Только нужно серьезно получить. Сейчас с дальней руки попытался встретить Султан. И вновь по корпусу пробивает у нас Сергей. Да, сейчас пытается вот подобраться. Вот видно, что немножко замешкался Сергей. Не может найти тот ритм, к которому подобраться стоит Султану. Подключает ноги. Вот говорят, подключить ноги. Вот сейчас
Сразу на Бой. него. Ну, где ноги? Ноги где? Руки подними. Давай, давай. Слушай, Да, с надо некоторых подключать. ракурсов видно, что у Сергея, по-моему, позаплывает глаз, нет? Да, есть там у него, Есть, да, да? у него после первого раунда были. Хотя вроде бы и нет, как бы непонятно немного. Но, я тебе хочу сказать, дебютант всегда вот так. Хорошо было. Готов всегда жестко встречать. Султан, я тебе хочу сказать, как для дебютанта очень хорошо себя показывает и довольно уверенно себя чувствует в мешкогоне. Жду Сергея. Конец второго раунда, дорогие друзья, и... Осталось 10 секунд, доработают ребята или нет. О, Это как здесь, вообще конечно, было некрасиво. это было За зря. такое нужно наказывать, я считаю. Я думаю, на третий раунд Сергей выйдет просто Это был самый кровавыми конченый, глазами просто. это был сам, по моему мнению, По моему самый мнению, тоже конченый поступок за неуважение. все сезоны. Да, за все сезоны. я Уважаемые спортсмены, думаю, да, и вот Александр. замечание желтому углу за неспортивное поведение. Ребята, запомните, кто вот так показывает, потом ему туда же и засунут. Бойцы, 5 секунд готовность. Посмотри, посмотри, как призывает прям зарубиться в центре своего оппонента. Сережа, красавчик. А сейчас, дорогие За это друзья, нужно наказывать. будет очень интересный момент. Спортивная злость, никакой ненависти, разошлись. Судьи готовы? Готовы. Третий раунд, время, бой! Смотрим на Сергея. Да, немного вот там джебом пытается пристреляться. Султан и Беккес. А, и Беккес снова не Не проходит. зацепил Беккес, там у нас Рубилова возле мешков. И останавливает, да, немного растягивает Сейчас уже бойцов. будет не просто бой, сейчас будет драка, я Сейчас уверен. будет именно драка, да, ты посмотри, насколько Сергей завелся после этого инцидента. В центре. Рука в центре, и вот, да, ему нужно подгадать правильный момент для атаки. И вот здесь хорошо. Длинный ряд вниз, Сережа, голова. Бой! Насколько сейчас попадает третьей рукой, да, и повело Султана, Не Султан нужно идет, просто дорабатывать. пытается спасти клинч, сейчас Султан, но этого мало, видно, что он выдохся, и Знаешь, я бы не хотел бы как бы болеть ни за одного, ни за другого, но вот этот поступок... Замечание. Это не было адресовано мне лично, но это было адресовано всем. Время. Бой. Сергей себя ведет в поединке очень даже Очень достойно. адекватно, достойно, не нарушал ничего совсем. Мной Беккис, но немного не попал. Беккис там был далек от цели. Султан, ты посмотри, все равно на протяжении всего раунда Султан сгруппирован и ждет. Он выжидает, Да, но тем не менее и готов сейчас видно, встречать. что он потерял ту уверенность, которая у него была в начале. Конечно, Посмотри, да, как есть он уже усталость, стоит. есть Сереже усталость. нужно просто доработать. Ну, посмотрим. Я считаю, что он это может сделать. Может, но Один точный удар. проваливается. Султан застаивается и отбивается. Тем не менее, пытается наносить ответный Один удар. точный Здесь удар. хороший момент для Сергея. И Султан спасается в клинче. Минус балл желтый. Работаем, бой. Последние минуты, последние секунды, можно сказать так, этого поединка. Вот сейчас пропускает навстречу немного Сергей, немного пятится назад, но все равно продолжает идти. Да. Но немного видно, повело Сергея, немного он так чуть присел от этого удара. Если ты не заметил, у Сергея еще была какая-то проблема с обувью, он постоянно поскальзывается. Да, Кстати, раунд было. он поскальзывается.
данном поединке единогласным решением судей победу одержал Алпыспаев Сергей! Султан, тебя с дебютом, с ярким поединком. Как себя чувствуешь? Я чувствую себя хорошо. Просто волновался много, без тренера, без никого. Трудно здесь сюда выйти. Что еще? Маме привет, папе, сестре привет. Спасибо такой возможность, что казахстанским бойцам открывайте дорогу. Спасибо. И Украина хорошая страна. Мне понравилось. Иншаллах, я приду и тренером приду и сделаю хороший бой. Просто много волновался, наверное. Один вышел, это трудно. А так поздравляю соперника. Хороший боец. Спасибо всем, кто поддержал. Серега, с победой тебя. В принципе, мы стояли в углу, обсуждали сейчас. Серега пару пропустит, у него забрало, закроется и начнется его рубка коронная. Как тебе оппонент с Казахстана? Оппонент хорош. Только факи. Вот за это ты и получил. Это. Так нельзя. Так нельзя. Ладно. Хочу спасибо большое передать своим близким. Тренеру Паршу Харченко, тренеру Сереге Трачу, своим друзьям Денису, Димону. Хочу еще своей девушке привет передать. Инне, я тебя люблю. Все. Всем спасибо, что вы пришли посмотреть. Я видел и слышал, как вы болели за меня. Спасибо вам большое, приятно. Спасибо вам, Андрей. Спасибо, Серега. Еще будем делать ветер. Поаплодируем еще раз бойцам. Спасибо, друзья. Всем привет, Игорь Чапа, Тель-Авив. Провел 2 боя, один выиграл, один проиграл. Все поменялся. Поменялся лагерь, поменялся город подготовки, поменялись спарринг-партнеры. Фишечки мои вы увидите в бою. Казах, возрастной, больше ничего о нем не знаю. Буду драться, пока не убьют, либо пока не заберу пояс. Здравствуйте, меня зовут Серик. Фишка будет такая, буду выдергивать, буду больше кидать, больше бить, получается. Ничего плохого не могу сказать о моем противнике. Меня к этому поединку готовил я сам себя. Свое будущее в Махаче вижу, если будет пояс, я буду брать этот пояс. Чего мне не хватало, это адреналина. Вот эти эмоции, я приехал за этими эмоциями. Мой девиз в спорте – быстро бегать, быстро думать. И поприветствуем первого бойца. Ярошенко Игорь по прозвищу Чапо. Игорь всегда умеет удивлять красивыми выходами. Приехал к нам из города Тель-Авив, Израиль. После обидного поражения в своем последнем поединке против Думы Владимира по прозвищу Пижон, Игорь сделал правильные выводы, вернулся к постоянным тренировкам и сильно прибавил в технике. Его рост 178, вес 71,8 и ему 25 лет. Базовый боец ММА, который отлично владеет боксерской техникой. Имеет рекорд нашей организации 1-1. Давайте его встретим и поприветствуем.
Поприветствуем его оппонента Сармухамед Серик. Еще один представитель из солнечного Казахстана. Один из самых опытных бойцов грядущего турнира. Представляет город Алматы. Базовый боксер, который начал заниматься еще в 96 году. Его рост 181, вес 75 и ему 32 года. Сегодня дебютирует в нашей организации, поэтому давайте поприветствуем Серика. Слушаем мы команду после команды «Стоп», не работаем. Судьи готовы? Судьи готовы? Красивый, честный, корректный, курачный бой. Первый раунд, время, бой. Итак, прям смотрим. Ты смотри, как Серик подошел так уверенно, прям сразу, Чапа. да? И первым начинает это. Вот такие размашистые уже прямые удары. По корпусу пробивает Чапа, но пока все мимо. Видно, есть небольшая разница в антропометрии, как размашисто зашел Серик. Достаточно доминирующий начал Серик этот бой. Добивает он центр. Чапа пока, ринга. да, видно, что в клинче пытается, там успевает нанести серию боковых ударов, но этого мало. Потому что видно, что есть, уступает Чапа в антропометрии, и в весе видно, что и в росте немного уступает. Да, внизу весовой своей категории, а мы напоминаем, что это вес до 75 килограмм. Да, 70-75, есть разброс небольшой 5 килограмм, но... В бою это может очень сильно чувствоваться. Прям очень сильно. И вот так вот уже достаточно такой откровенный джеб кидает Серик. Но пятится, много пятится назад Чапа, и видно, что ему не хватает прям Не хватает габаритов. дистанции, да, чтобы держаться от оппонента. Мешкагон для него маловат, я могу тебе так сказать. И вот, мне кажется, было несколько ударов по затылку, но никак Серик на это не отреагировал. Серик пока уверенно наступает. Очень уверенно. По корпусу. В такой статичной манере он идет и попадает правый сейчас. Стоп. Работаем, бой. Чапе, конечно, да, нужно пытаться сдерживать Серика. Ой, какой сейчас боковой левый залетела сбоку. Серика, блин. Очень плотную работу показывает Серик сейчас. Но видишь, любая атака заканчивается тем, что они зависают на мешках и все. И... Ну, это чаще всего так и встречается. Я думаю, Пропустил. сейчас поплыл. Поплыл Чапа и вновь. Замечание желтому. Сейчас показывает рефери, что нельзя делать давление на шею. Ну, там, в частности, Поджимает. И вот еще один размашистый боковой, и я думаю, один удар пришелся опять в затылок. Да, по затылку видно, так просигнализировал. Мозжечка. Работаем, бой. До сих пор держался за затылок. О, какой джеб! 3. Все, успокойся. Сегодня не работаем, сегодня выходной. У нас будет перерыв, но тем не менее, какая концовка. Будь это не у края ринга, то он мог бы упасть. Здесь мешки помогли. Бойцы, 5 секунд готовность. Корректный кулачный бой. Судьи готовы?
Готовы? Второй раунд, время, бой! Так, смотрим. Второй раунд, и вновь Жеба начинает у нас Серик. Он понял, что это проходит, и этим нужно Проходит, но пользоваться. представь, если он добавит свою вторую руку, вот Чапе будет тогда настоящие проблемы, когда он подключится полностью. Бичевать мы не будем. Бой! Повернись. Странно, что от Чапы мы пока ничего не увидели такого прям акцентированно, пока он только... Пока он отыгрывает второго номера, причем достаточно так безударно. Вот опять Безударно и довольно сложно. Он, видишь, ему мешает для передвижения мешки. Хотя и казалось он бы. уже опытный, он же здесь дрался до этого. Есть такое, но... Сейчас мимо и сейчас выпускает боковой, левый сбоку. Хотел, конечно, Чапа вот так от души зарядиться, но промазал и И поплатился видно, за что это. бой набирает динамику. Полетел Сейчас на хорошо Серик. ушел Чапу, но никак не развил атаку. Разошлись. Бой! Честный, красивый бой. Сейчас неплохо вроде бы Чапа нанес там боковые удары, но еще раз повторюсь, все заканчивается у мешков, и в очередной раз рефери вмешивается в поединок. Я думаю, еще один боковой, сейчас разрез, так неплохо. Попал Чапа, но вот в таких разменах он очень размашисто работает. Нет, Серик больше сгруппирован. Да, собраннее, кажется, Серик. Вот это вообще было лишнее по воздуху от Чапы. И поджимает, дальше продолжает И вот опять прессинговать. встречает на передний джеб. Стоп! Время! Обувайся. Это первый раз такое. Выпала капа, да, я так понимаю. Кроссовок нет, слетел, да? кроссовок. Слетел кроссовок. нам Тоже вот такая не- достаточно уникальная вещь для кулачных боев. Время, бой! Ох, пропускает Ой, сейчас еще навстречу, один но и левый добавляет сбоку. Серик. Добавляет Серик, продолжает напирать на своего Чапу. оппонента. Чапе очень сложно. Очень сложно. Выживает он сейчас. Чапе. Вот этот апперкот, конечно, от Серика пролетел довольно опасно. И понял Чапа, что пропускает постоянно левый Ой. сбоку и уже выше держит свою правую руку. Перекрывается ей при атаке. Вот Ну, опять чё? нарвался на джеб. Слушай, как хищник гонится Серик за своим оппонентом. Да, и это может быть опасно здесь. Вот в такой погоне можно пропустить удар. Двумя ручками за корпус не хватает. 5 секунд готовность. Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время, бой! Так, и так у нас начинает третий Сейчас раунд. И плотно, за оба руку. сразу. И пропускает снизу сейчас Чапа. Чапа, перестань на нем сидеть. Но все равно проигрывает Бой, эпизод. работаем. Пропускает более акцентированные удары. Оу, жестко прям проваливает. И Пока очень наказывает. бесхитростно действует Чапа и все видит оппонент. Немного борьбы. Видно, что уже немного тяжело бойцам. Да, конечно, просели функционально. Но жесткость ударов у Серика намного на порядок выше. Более статичными, кажется, его удары. Он даже не убирает левую руку к голове, а просто вот пробивает такой узкий левый прямой. Разворачиваемся, работаем, бой! Чапа, конечно. Непростой бой для Чапы. Ну не то, что непростой. О, сейчас попадает! Так, Попал. как я И люблю здесь называть уже этот... вот левый сверху аверхендом таким небольшим попал Из-под, Серик. как я люблю называть этот удар, из-под жопы выбросил Ой. этот удар Чапа, но тем не менее зацепил он Серика. Неожиданно для Серика и было, сейчас у Серик пытается отыграться. И хороший, у Серика постоянно много хороших эпизодов возле мешков. Он может оттесниться от Чапы и продолжать наносить ему удары по корпусу, по голове, Ой. сквозь защиту, но он этого не делает. Но здесь Он скорее наклоняется. Чапа уже вот подводит к мешкам постоянно. Да. Здесь по корпусу пропустил Чапа. Тяжело Чапе. Отступает, но невероятно тяжело ему в этом поединке. Да, еще один удар по Пробивает. корпусу пропускает. Стоп. Он мог бы не заходить так близко с ударом, а ждать. Да. Но Чапа его сразу же вяжет, и Серик не может себя раскрыть, допустим, на добивании возле мешков. Но пока, вот по моим ощущениям, Серик полностью ведет все три раунда. Вставай, Чапа. Бой! Смотри, Видно, как пошатывается Чапа. Пошатывает. О, О, пропускает какой левый апперкот, и снизу. смотри, какой камбэк! Вот это да! Раз, два, три. Снимается?
поднимай руки. Капу обратно. Работаем, бой. И да, бой закончился. 2 очка, а там в первых 2 раундах нокдауна не было. Сейчас интересно, смотри, весь ход поединка до этого нокдауна был в пользу Серика. Бойцы на оглашение. Итак, друзья, в данном поединке объявляется ничья! Рейтинговый бой, у тебя сечка, вон на глаз опух. Смотрите, а я вот хочу задать вам вопрос. Что вы орете вот ничья, экстра раунд, когда вот они именно стоят там с разбитыми мордами? Что ж вы их не поддерживаете, когда они дерутся первый, второй, третий раунд? Давайте каждый сейчас будет драться, чтобы вот... Посмотрите, затылок, сечка, там крупный план будет, вторая сечка, посмотрите. Хороший бой показали. Ничья, ничья, ничья. Еще будешь драться, ничья. Все. Решение организации и Вячеслава Владимировича закон. Чтобы вы так поддерживали, когда они дерутся, а не экстра раунд, когда уже, чтобы убивать должны были друг друга. Дебютант с Казахстана. Несколько слов, пожалуйста. Пожалуйста. Мне нужен экстра раунд. Можно? Пожалуйста, мне нужен экстра раунд. Сделайте, пожалуйста, если он отдохнул, я отдохну. Нет. Давайте. Все, Серик, давай микрофон. С дебютом тебя. Чапа. Всем привет, ребята. Фух. Спасибо большое, что поддерживаете, что приходите. Мы деремся ради вас. По поводу экстра-раунда, ребят, я принимаю все бои. Это мой 3-й бой. Я постоянно дерусь на категорию выше. Мне тяжело драться с такими кабанами. Я вешу 66-68 килограмм. Я набираю каждому бою вес, потому что мне предлагают такие бои, ребят. Я считаю, что я неплохо подрался. Всем спасибо, сопернику тоже. Бонус заслуживают. Громче, бонус заслуживают. Спасибо большое. Чапа удивил, реально Чапа удивил. Крутой бой. Ты знаешь, вот смотря на Чапу, Чапа вообще был сам на себя не похож в этом поединке. Под конец он, конечно, из-под сраки выдал этот удар. Неожиданно для всех. И конечно, выгрыз ничью. Но еще раз повторюсь. Здоровье очень в этом сложно. бою оставил. Да, но Чапа, возвращайся сильнее. Здорово всем. Это снова я, Спартак Футбол Спорт, город Геническ. Предыдущий бой был отличный, закатили серьезную рубку. Оппонент достойный, преподал мне урок в некоторых моментах, сделал для себя выводы, буду сильнее. В принципе, так, каковых изменений не было. Сделал акцент контроль своих эмоций. Вот, скажем так, больше работал над контролем своих эмоций и
Это была одна из важных причин предыдущего боя. Хочу пожелать оппоненту поменьше травм. Перед боем чувствую полный заряд. Это будет мой рейтинговый бой, так как с Гран-при я вылетел. К бою готовил мастер спорта по боксу Димон, привет. Будущий в Махаче прогрессировать. Мой девиз по спорту – будь достойным и газ в пол. Добрый день, меня зовут Толик. Мое прозвище ТТ. Провел 2 боя в Махаче, 2 досрочных победы. В тренировках ничего не поменялось, и в этом месяце вообще мало занимался, 3 раза на поляну выходил. Фишки на поединок не готовился по ходу боя. О своем сопернике могу сказать, что мощный пацан, но это уже не левый в спорте. Перед боем слышу спокойствие и умиротворение. Если мой соперник срежется, подготовлюсь к бою с другим противником. К поединку меня готовили пацаны со спортзала, с которыми занимаюсь. В Махаче вижу светлое будущее, если не буду лениться. Мой девиз в спорте – даже не думай включать заднюю. Итак, друзья, следующий рейтинговый поединок, весовая категория 65-70. Очень яркий бой вас ждет. И давайте встречать первого спортсмена. Поприветствуем Борисенко Спартак по прозвищу Спорт. Спартак поражает своей стойкостью и силой духа. Вольный борец, который нокаутировал боксера в своем дебютном поединке. А уже в следующем закатил настоящее безумие с Ярышем Романом по прозвищу Ганнибал, в котором потерпел поражение, за которое точно не может быть стыдно. Давайте еще раз поприветствуем Борисенко Спартак по прозвищу Спорт. Его рост 175, вес 69 и ему 25 лет. Заядлый уличный боец. Добро пожаловать в наш Мешкогон, Спартак. И встречаем его оппонента. Савенко Анатолий по прозвищу ТТ. Толя представляет город Светловодск. Его рост 168, вес 65,9 и ему 24 года. Базовый боксер, призер множества национальных турниров по боксу на любительском уровне. Рекорд 2-0, 2 победы нокаутом. Давайте его поприветствуем и встретим, друзья. Сразу вопрос касательно татуировок. Толя уже неоднократно его объяснял. Также от себя скажу. На плечах вы видите некоторые символы, которые не имеют никакой логики с национализмом, так сказать. Толя потом после поединка опять расскажет. Да, Толя? Помним правила, после команды «Стоп» не работаем, слушаем мои команды. Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! ТТ вот на самом деле просто бескомпромиссный, сумасшедший боец. И мы это видим и сходу. мы это видим сходу просто. Бой! И вновь залетает, пытается вернуть Спартак в клинча.
Но вот, о, И видно, что конечно, оба жестко статичные, такие плотные очень бойцы, Да, тяжело вот. физически. О! Вот это Нокаут! Только ты похвалил, Нокаут! и все. Просто. Это не просто нокаут, это глухой нокаут. Глухой нокаут, и это Нужен да, это срочно всё. врач, и я думаю, там попадание в глаз было плотно. И видно, что Жесть. боец еще не может прийти в себя. Жесть, Нужно поднимать просто ноги. жесть. Ты Вот видел? это Вот да. я только хотел сказать, что Наверное, ТТшника... самый жесткий сегодня нокаут, да? Да, это пока самый жесткий нокаут. Для ТТшника самое главное стать фронтально и рубиться. Но видишь, он здесь пошел откровенно с открытым забралом, и все. Словил Здесь его он на боковой. проиграл тактический бой. Да. Никто такого не Начал ожидал. неплохо. Ну, ТТ это всегда, знаешь, ТТ. То есть стреляет, но здесь в этом поединке, конечно же... Произошла осечка. Да, Спартак выдал. Но он прочитал просто свой оппонент. Да, Слишком вот, открыто вот, тот шел. Вот, слишком открыто. Я тебе еще раз повторяю. У ТТшника это встать фронтально и рубиться. Если опять здесь же проводить... выверенный такой ударчик. Раз, и все. Полетел, если проводить вот параллель с UFC, когда-то Вердум полетел на Миотича. Да, точно на Миотича так же он и его отлетел. встретил. Да. Очень похожая ситуация. Итак, друзья, в данном поединке нокаутом на 30-й секунде в первом раунде победу одержал Борисенко Спартак по прозвищу Спорт. Толя, как себя чувствуешь? Первый нокдаун, если не ошибаюсь, да? Нокдаун первый, чувствую, глаз потемнел, но смысл мне сейчас драться, короче, я не вижу, короче, левым глазом сейчас. Вот, по поводу татуировок, это отрицалово, это не нацизм, фашизм, короче. Парни, я к вам еще вернусь еще сильнее, потому что, ну, неожиданно пропустил именно, затемнело. Спасибо, Толя. Самый непредсказуемый боец нашей организации. Я даже не знаю, с кем тебе уже драться. Скажи несколько слов, пожалуйста. Всех приветствую. Хочу в первую очередь посвятить этот бой, мою победу, моему близкому человеку. Рустам Кара его зовут, он же Кара Файт. Братуха, сам все знаешь, обнял. Кстати, у него будет скоро бой с Никитой Ворожбитовым. Хочу пожелать пацанам удачи. Газпол, сделайте лютый движ. Также хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает. Это дорогого стоит. Спасибо моим пацанам, которые пришли поддержать. Оппоненту спасибо. Тоха, ты красава. Ну, Тоха, Толя, Тоха. Все. Спасибо моему тренеру. Его здесь нету, но он будет смотреть. Димон, привет. Всем фарту, хорошего настроения. Давайте еще раз поаплодируем бойцам. Спасибо, друзья.